Василина не хотела вылезать из старого сундука в синях. Они с мамой играли в прятки. Женщина уже пару раз прошла мимо сундука и не догадывалась с него заглянуть. Василина и сама раньше никогда сюда не пряталась. Только сегодня ей пришла в голову идея залезть в этот старый сундук. Даже пауки, которые тут сновали туда-сюда, не испугали девочку. Мама часто играла с дочкой в разные детские игры, то в прятки, то в догонялки, жмурки, салочки и прочее. Не обходили стороной дочки матери с куклами и пупсами. Василине особенно нравилось, когда мама была дочкой, она исполняла роль мамы. Детского сада в деревне не было и как-то надо было развлекаться. Но с приходом папы с работы все игры прекращались. Дома должно было быть тихо. Он очень уставал, и дома ему требовался отдых. Папа один работал в семье и один обеспечивал всех. Мама растила дочку в уважении к старшему к труду. Когда папа приходил домой и ложился отдыхать после ужина, Василина выходила на двор. Там у нее были свои развлечения и свои игрушки. Обычно все девочки боятся змей, лягушек, мышей и пауков. Василина совсем их не боялась. Наоборот, они ей даже нравились, особенно змеи. Тут возле задней стены дома у нее было что-то вроде серпентария. Папа обустроил, раздобыл где-то пару старых аквариумов, которые уже пропускали воду. Установил на специальной полке, чтобы девочка могла достать и самостоятельно за ними ухаживать. В одном аквариуме жила большая жаба, которую звали Дуся, а во втором аквариуме уж Митька. Конечно, возиться с ядовитыми змеями Василине никто не разрешил. Жабу мама не разрешала брать в руки. От нее могли пойти прыщи и бородавки. А вот уж был совсем ручной. Иногда Василине даже казалось, что он на свое имя откликается, хотя она знала, что змеи глухие. Так вот и проходило время в деревне. В этом году Василина должна была пойти в школу. Слава богу, школа в деревне была своя, и не надо было ходить в другую деревню или поселок. Только никому не разрешай называть себя Васькой. Ты Василина, и никаких разговоров, говорила мама. А если все равно будут называть, спрашивала девочка, а ты не откликайся, даже головой не поворачивай. Они и привыкнут, все в твоих руках. Как сама себя поставишь, так с тобой будут обращаться, говорила мама. А пока беззаботное детство продолжалось, можно было еще целое лето бегать, загорать, купаться, ловить уже и в лесу, играть с мамой в прятки. Ничто не предвещало беды. Василина, дочка, где ты в конце концов? Я уж избегалась вся. Надо и дело делать, сказала мама и присела на крышку того самого сундука, где пряталась Василина. Присела, наклонилась в сторону, повалилась, да и умерла. Василина хотела выбраться и крикнуть: «Мама, мама, я здесь, а ты не догадалась». Но крышку сундука было никак не открыть. Девочка чувствовала, что произошло что-то неладное, но поделать ничего не могла. Когда папа пришел с работы, обнаружил страшную картину: мертвую жену на сундуке, а внутри плачущую дочку. Никто не мог и предположить, что молодая женщина так тяжело больна. У нее был тромбофлебит, в тот день было слишком жарко для подвижных игр, она несколько раз подряд обошла весь дом, пока искала дочку, запыхалась, присела на сундук в синях, там, где прохладно. Тромб оторвался, закупорил сосуд в сердце, ее не стало. Вот так быстро и в одну секунду. Все под Богом ходим, с каждым может случиться, говорили люди на похоронах. Василина вообще не понимала, что случилось и от чего. Где-то в глубине души она винила себя за то, что залезла в тот проклятый сундук. Но правда в жизни такова, что никто не застрахован от такой болезни и никто не виноват, ни Василина, ни тот сундук. Рано или поздно это должно было случиться. Положенные 40 дней папа погоревал вместе с дочкой, а потом пришел домой и привел тетю Жанну. Соседи шептались, вот ведь какой оказался, хоть бы годик подождал. А чего ждать-то? Он хотел, как лучше, чтобы у дочки была мама, чтобы дома уютно, хозяйство опять же. Тетя Жанна была другая, совсем другая, не такая, как мама. Она была, конечно, красивая, но какой-то другой холодной красотой. Она была городская женщина и совсем не вписывалась в деревню со своими нарядами, каблуками, перчатками, сумочками и зонтиками. А еще она до смерти боялась всяких змей и пауков.
После первого знакомства с Василиной она спросила девочку: «Ну как, я нравлюсь тебе? Поживем увидим», — спокойно сказала Василина. Девочка ответила правду, а что, она должна была кинуться на шею к незнакомой тете. Но Жанне не понравился такой ответ, она не взлюбила падчерицу с того самого момента. «Васька, чтобы завтра за домом не было твоих гадов, в огород спокойно не пройти, высовываются и шипят. Это где видано, развела змей, у нормальных девочек должны быть котята, а не эта гадость». Уже через неделю кричала на девочку Жанна. Конечно, Василина не реагировала, ведь мама так научила дочку не отвечать, когда ее будут звать Васей. «Ты что, меня не слышишь?» — кричала мачеха и топала ногами. «Слышу, но я не Вася, у меня другое имя. Если вам нужен Вася, родите себе мальчика и называйте Васей, а я девочка и зовут меня Василина», — отвечала малышка. Конечно, при отце Жанна была кратка и нежна, как овечка. Она откровенно яблоничала на Василину и рассказывала все, как ей было удобно. «Представляешь, — говорила она, — так и сказала мне, роди своего ребенка и тогда приказывай. Совсем не хочет помогать. Нет, но я понимаю, что я и не родня, но она совсем не идет на контакт», — жаловалась Жанна отцу девочки, который был теперь ее мужем. А какой тут может быть контакт, если с того случая она специально называла девочку Васей или Васькой? В отсутствие папы, разумеется. Жанна настояла, чтобы Василина избавилась от своих питомцев. «Ну правда, дочка, ты должна понять, Жанна человек городской, она не привыкла к таким животным. Она же старше тебя, ты должна уважать ее». «Да и то верно. Ну что это за домашние любимцы? Хочешь, я тебе котенка подарю?» — говорил папа. «Не надо», — отвечала Василина. Конечно, она никуда не выбросила Жаву, Дусю и ужа Митяя, она просто перенесла их к себе в комнату. Жанна принципиально туда не заходила даже. Василина решила, что там они будут в безопасности. Учеба в школе давалась Василине с трудом. Не потому, что она была глупая, просто целый день она думала только о том, чтобы Жанна не нашла в ее комнате Дусю и Митяя. Они хоть и стояли под кроватью в своих аквариумах, но все-таки мало ли что. К тому же Жанна, как назло, однажды пришла в школу якобы встречать Василину с уроков и при всех несколько раз назвала ее Васей. С той поры все стали дразнить девочку Васькой. Она уж и не знала, как отбиваться. Пробовала и по маминому совету не отзываться, но, к сожалению, это плохо помогало. Она даже драться пробовала. Так прошел год, Василина и представить не могла, как она будет жить дальше. Жанна насела на нее по всем фронтам. Девочка должна была и по дому прибирать, и воду носить, и в огороде пропалывать, а кроме того мыть посуду и подметать двор. Мачеха есть мачеха, что тут скажешь. И как-то раз к Жанне приехали ее подруги или родственницы. Она думала, что Василина нет дома, и живо веселилась с ними в большой комнате. «А что ты не родишь своего спиногрызика? Чего возишься с чужой девчонкой?» — спросила одна из подруг. «Ой, признаться, давно бы родила, но представить не могу, что я буду делать с ребенком тут в деревне. Переезжать в город муж принципиально не хочет. Вот представляете, рожу, а эта дрянь малолетняя возьмет и торкнет в него чем-то. Нет, я этого не переживу», — говорила Жанна. Василина едва сдерживалась, чтобы не выбежать из комнаты и не закричать, что она никакая не дрянь, и ничего торкать в детей ей даже в голову бы не пришло. Да отрави ее и дело с концом, кто тут в деревне будет разбираться. Сожрала гадость какую-нибудь, может, нашла случайно. Подсыпь яду крысиного и все дела. Правда, нафига тебе чужой ребенок? Пора своих заводить, советовали подруги. Василина и обомлела. Слово в слово она все рассказала вечером папе. Признаться, ему и самому уже надоела Жанна с ее городскими замашками. Не понимали они друг друга, да и понимать уж не очень хотелось. Она совсем не была похожа на маму Василина, которую папа по-прежнему вспоминал и даже любил. Вот он и сговорился с дочкой подыграть ей. Конечно, ждать, когда Жанну ей отподсыпать никто не стал, просто Василина притворилась, что ей плохо, и сделала вид, что к вечеру умерла. Жанна чуть не прыгала от радости, видно было, как ей трудно сдерживать свою радость. Еще бы, все само собой решилось и делать ничего не надо. И вправду никто ничего проверять не стал, купили гроб, уложили и понесли на кладбище. Все подходят, плачут,
Прощаются. Настала очередь и Жанны. Не могла же она отказаться. Пришлось играть роль скорбящей мачехи. Наклонилась она над гробом, а Василина возьми да и открой глаза, и из-под покрывала, как вытащит своего ужа Митьку, да как сунет ей в рожу мачехи, а уж не понял ничего, взял да и вцепился в щеку. Тут уж Василина не могла сдержаться от смеха. Веселые вышли похороны, покойница смеялась громче всех, а вместе с ней отец, увидев искаженное страхом лицо жены, да и все, кто был, тоже смеялись над Жанной, как она бежала со змеей на морде. Ужа Митяя потом нашли аж в километре от кладбища. Василина, когда выросла, стала ветеринаром. Жанну они больше никогда не видели, а папа больше не пытался приводить в дом новых мам для дочери. Мама у нее всегда была одна, хоть и умерла слишком рано. Вот такая история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.